Здравствуйте. С помощью цифр доказать можно все, что угодно, писатель Томас Карлейль. Когда требуется убедительность, имитирующая достоверность, лучше всего подойдут цифры. Любой с графиками и презентацией выглядит весомо, кажется заслуживающим внимания. ГАИ выступила с заявлением. Около трети зарегистрированных в России автомобилей в последние годы не имели полиса ОСАГО. У ГАИ в России зарегистрировано 67,5 миллионов транспортных средств. Из них страховки нет у 23 миллионов автомобилей. Цифра огромная, парадоксальная. Треть автопарка страны, избежавшая косвенного страхового налога, выглядит как оглушительный успех изворотливых водителей, полное поражение государства. ОСАГО не имеет отношения к справедливому возмещению ущерба третьим лицам. Это государственное мошенничество, отдавшее водителей на кормление частным компаниям. Специально придуманный бизнес для своих. Полис ОСАГО – это лишь очередная государственная бумажка, допускающая граждан к пользованию собственным имуществом. И финансовый поток в нужный карман. Туда пришло, оттуда вернулось только после скандалов, борьбы, судов. И теперь выясняется, что треть водителей ушла в подполье, избежав ОСАГО. Путинская Россия под безопасностью подразумевает контроль. Если все население только полицейские и везде видеокамеры, тогда безопасно. Пока есть хотя бы один, кто избежал, увернулся, не попался, безопасности нет. Но 23 миллиона ловких, вырвавшихся из-под контроля, так не бывает. Цифра неверная, но многообещающая. Чтобы изловить эти миллионы автомобилей, нужны миллиарды рублей и сотни тысяч видеокамер. Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» 2019 года не подразумевает строительство ни одного нового метра асфальта. Стоимость проекта – 4 триллиона 700 миллиардов рублей. Одна из важнейших задач – пункт 3.2.6. Увеличение количества стационарных камер, фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального, межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года. Не случайно ГАИ добивалась расширения возможностей камер. Сегодня они отрабатывают 64 вида нарушений, включая отсутствие ОСАГО. Помимо камер, за полис ловят и сами патрули. Это отправная точка торговли на обочине. С требования предъявить страховку начинается разговор инспектора с водителем. И получается, что 4 триллиона 700 миллиардов рублей нацпроекта потрачены впустую. Водители все равно ездят без ОСАГО и при этом научились не попадаться. Все облавы, засады, ловчие ямы они годами умело объезжают. Панику о 23 миллионах подпольщиков поднял Центробанк, не бесполезная ГАИ. Центробанк, поставленный смотреть за торговлей полисами, увидел в статистике лишние машины и недостающие рубли и громко возмутился в интонациях Высоцкого «Где деньги, Зин?». Но как же властям, репрессивному аппарату, столбам с камерами, придорожным полицаям, годами третировавшим население, занимаясь в первую очередь шоферскими кошельками, удалось проспать 23 миллиона водителей? Дело в том, что нет никаких 23 миллионов упущенных, непойманных, необелеченных. ЦБ поднял ложную панику. Понятна попытка Центробанка наскрести по сусекам, но непонятно доверие к данным ГАИ. Придорожная полиция заявляет, что у нее на учете состоит 67,5 миллионов транспортных средств, но не все из них автомобили. Машин по состоянию на 1 января 2026 года в стране 55,4 миллиона автомобилей. 12 миллионов 100 тысяч разницы – это прицепы и спецтехника. Но гораздо более важной является другая цифра. ГАИ учитывает всех, и живых, и мертвых. Статистика ГАИ – это не те, кто на дороге, это те, кто стоит на учете, без относительно того, существуют ли они на самом деле или давно сгнили в огороде. Почему у России такой древний автопарк? Не только потому, что все нищие, но и потому, что не все пошли в ГАИ и сняли старый автомобиль с учета. Именно благодаря тем, кто сам успел умереть, но машину с учета не снял, АвтоВАЗ хвастается 50-летним сроком эксплуатации «Жигулей»
и рассказывает сказку, что десятки тысяч первородных копеек ВАЗ-2101 все еще в строю, куда-то ездят. У ГАИ есть только понятие «автопарк». У социологов существует понятие «активный парк». Есть способы, позволяющие определить, сколько в стране на самом деле живых автомобилей, которые действительно на ходу и куда-то двигаются. Так вот, активный парк России составляет 32 миллиона. Если вычесть из состоящих на учете 55 миллионов реальные 32, остается 23 миллиона, что совпадает с объявленной Центральным банком цифрой. Получается, что в стране никто не избежал ОСАГО, все ездят с полисами, и битва за урожай напрасная. Некого ловить. 23 миллиона необелеченных – умелая статистическая погрешность. ЦБ, тем не менее, тычет полицаям в нос их же данные и требует денег. ГАИ, всегда вравшая про истинное количество транспорта и зарабатывавшая обманом на этой статистике, оказалась в сложной ситуации. Рассовать по углам 23 миллиона дополнительных полисов не получится. Признаться во вранье недопустимо. Принести откат наличными нельзя. Даже перед такими примитивными особами, как придорожные полицаи, встает вопрос Николая Гавриловича Чернышевского: что делать? Но в этом контексте он звучит саркастично. На лошадь права не нужны, хотя управление лошадью гораздо сложнее автомобиля. У лошади 3 передачи вперед и 1 задняя, включить которую умеют только самые опытные. Аллюр – это не скорость, это способ постановки ног. Галоп только кажется самым быстрым. На галопе можно двигаться со скоростью шага, но это удел мастеров. Менка ног на галопе и подавно для опытных. Но менка необходима в условиях ограниченного пространства, когда требуется сманеврировать, не меняя аллюра, и тогда крайне важным становится, чтобы ездой налево с левой ноги, ездой направо двигаться галопом с правой. Способов сократить аллюр вплоть до остановки несколько. Очевидный поводом, неочевидный для тех, кто со стажем, корпусом. Школы верховой езды, аналогичные автошколам, появились в самом конце карьеры лошадей, когда возникла необходимость в линейной кавалерии и стали набирать кого попало. Чтобы научиться управлять лошадью, пришлось создавать всю структуру: преподаватели, теоретические занятия, практические занятия, автодромы, манежи, зачеты, экзамены. Те, кто не в кавалерии, продолжили учиться самостоятельно, осваивая управление один на один с предметом. Управление лошадью более травматично, чем автомобилем. На машине переехать обычную лужу можно, на лошади только если умеешь. Парковка автомобиля – остановился и ушел. Парковка лошади – особый талант. Ни у Карла Бенца, ни у Готлиба Даймлера прав не было. Они изобрели автомобиль и поехали, ни у кого не спрашивая разрешения. Права вдогонку придумали власти, и не потому, что могли предложить что-то разумное. Права потребовались как инструмент присмотра, давления, унижения. Если человек сам собирает автомобиль и едет куда вздумается, государство чувствует себя оскорбленным и спешно придумывает ограничения, правила, лицензии, торгуя ими с единственной целью – взять под контроль. Правила дорожного движения появились сразу, как только всадник въехал в город. Вовсю кипели пунические войны, боги Олимпа путались под ногами наравне с простыми смертными, но кто уступает и у кого приоритет было определено и закреплено в самой жесткой форме, с той разницей, что правила дорожного движения в те века касались не равноправия, а привилегий и определяли приоритет, исходя из значимости и родовитости. Если царь, консул, патриций едет первым, остальные уступают, кланяются. В России императрица Анна Иоанновна сетовала, что всяких чинов люди ездят резво и несмирно, давят и побивают других, в связи с чем в 30-е годы XVIII века издала серию указов, сформировавших первые в Российской империи правила дорожного движения и административный кодекс, определявший не только кто первый, но и кому сколько плетей за нерадивое управление. Когда автомобилизм из стендапа начал превращаться в промышленность, автошкол все равно не было. Кто как мог, так и ездил.
Из обязательных способов регулирования давления ограничений появились только права, ну и еще номера. От конной эпохи человечество оставило себе привычное – правила, наказания, лицензии, регистрацию, но не додумалось никого ничему учить, не создало автошкол, спокойно приняв их отсутствие, заодно смиренно сохранив привычку к авариям. Прежде всадники умели пешехода затоптать насмерть, теперь пешехода также стремительно раскатывали в блин автомобили, прежде оправдывались тем, что лошади понесли, теперь что-то говорили про фрикцион. В конце XIX века автомобили уже умели ездить быстро и даже преодолели рубеж скорости в 100 км в час, а автошкол все еще не было. Только Первая мировая война создала автороты и при них учебные классы, пытавшиеся обучить управлению автомобилем. Люди сначала на автомобилях поехали, поставили рекорды, добрались до других континентов, закрытых стран, освоили жару, холод, создали автоспорт, состязались и гоняли на перегонки. И только потом обернулись на отстающих и поняли, что ездить дано не всем, и придется помогать. Стало очевидным, что с управлением автомобилем справится не каждый. Додуматься до автошколы было непросто. Это совершенно не очевидно и особенно в сравнении с привычной верховой ездой. Если слабак, недотепа, тупой, ходи пешком, ищи извозчика. Но тут случился гуманизм, общественная мораль, человеческая доброта. Тех, кого раньше отвергали, принялись ценить, лечить, учить. Не потому что пожалели, потому что на них научились зарабатывать. И помимо курсов машинописи, кройки и шитья, придумали автомобильные курсы. Результата они не дали до сих пор. Как не все умели скакать на лошадях, так сегодня не все в состоянии освоить руль и педали. Блондинка на Гелендвагене необучаема, разрушительна и криклива. По анекдоту, в этом месяце вы задавили уже 3 пешеходов. Да, а сколько можно? Автошколы очень нужны государству, но мало чем полезны. В них самые беспомощные получают надежду, как и в случае с фитнес-клубом, где тоже обещают много интересного. Но фигуру атлета отлично формируют плуг, барана, тяпка. Лишний вес и подавно не нуждается в платном абонементе. О том, что автошколы не нужны, знают не только в Америке, где сам учишься, потом сам приезжаешь на своей машине сдавать экзамены. Самыми догадливыми и понимающими можно считать афганских талибов. У них нет автошкол, на все воля Аллаха. Экзамены в ГАИ проходят на табуретке. Такая же ситуация в Таиланде. Релоканты и туристы с восторгом выкладывают отчеты об экзаменах в местном ГАИ. Но в прочих странах, где автошколы – это бизнес, они все еще существуют и делают вид, что чему-то учат. Вслед за Volkswagen расширенное профсоюзное собрание с рабочими провела BMW. Но если у тонущего Volkswagen это была черно-белая картинка и цветные обещания, то у стабильного BMW это был рок-концерт и банкет в честь генерального директора. Volkswagen ждет, что у него год через 3 получится из старого гольфа 7-го поколения новый гольф 9-го. У BMW презентация новой модели i3, ставшей новой платформой, новой идеологией, новым технологическим уровнем. Рок-концерт новой модели гремел целую неделю. 7 дней подряд в BMW парк привозили по 4-5 тысяч работников, что стало крупнейшим корпоративом в истории BMW, на котором в итоге побывало 30 тысяч сотрудников компании. Антураж рок-концерта поддерживал свет, спецэффекты, громкая музыка. Сценарий мероприятия развивался вокруг автомобильного балета, показавшего все поколения BMW третьей серии. Звездой вечера стало 8-е поколение, новый i3. Затем появился уходящий генеральный директор Оливер Ципсе, пытавшийся переключить аплодисменты в свою честь на премьерную модель. Но работники завода руководителю радовали заметно сильнее, чем автомобилю. Оливер Ципсе уходит в отставку после примерно 10 лет работы в правлении, в том числе в качестве генерального директора с 2019 года. Срок его полномочий заканчивается в мае 2026 года. Решение не продлять контракт вызвало в правлении BMW панику. Оливер Ципсе оказался уникальным умницей. Его вместе со всеми прочими руководителями автомобильных компаний
пытались заставить директивами Европарламента присягнуть экологической религии, отречься от двигателей внутреннего сгорания. Но Ципси выкрутился. Он провозгласил курс BMW за хорошие автомобили, а не против двигателей внутреннего сгорания, и взялся за проект, получивший название «Новый класс», ставший той самой платформой, которая теперь позволила BMW сделать новую i3 электрической, а заодно и бензиновой. Рок-концерт на прошлой неделе предъявил Европарламенту электромобиль, а всему нормальному миру новую трешку BMW 8-го поколения, бензиновая премьера которой на очереди. Политика уходящего генерального директора BMW за двигатели внутреннего сгорания не означает против электромобилей. В 2025 году она дала 26% электромобилей от общего объема продаж BMW. Именно эти данные с восхищением оценили в Европарламенте. Но 74% покупателей BMW все еще нормальные люди. Они купили себе полноценные автомобили. Следующий в программе «Новый класс» станет новая X5. С ней у Оливера Ципси задумано и вовсе грандиозное лукавство. X5 станет первой моделью BMW, доступной с 5 вариантами привода, двигателями внутреннего сгорания, подключаемыми гибридами в 2 видах, полностью электромобилем, а с 2028 года еще и автомобилем на водороде. ЕС, если к тому моменту будет еще существовать, успеет шумно обрадоваться. Расставаться с Оливером Ципси BMW не хотела. Он оказался самым успешным руководителем. Он сумел провести BMW через 2 ковидных года, сумел удержаться и в Европе, и в Китае, и в нынешней трамповской Америке. Он не поссорился с ЕС, сохранил бензиновые моторы. Второго такого не бывает. Новым руководителем станет Милан Неделькович. В BMW существует жесткое правило. Руководить компанией может только тот, кто до этого занимался реальным производством. То есть не теоретик, не эффективный менеджер, а практик, поднявшийся из низов в директорское кресло. Милан Неделькович только что переоборудовал головной мюнхенский завод BMW и запустил там как раз нынешнюю премьерную i3. Рок-концерт был посвящен и новой машине, и старому руководителю, но в действительности это все же было профсоюзное собрание, и его главная задача – диалог с рабочими. Они всегда волнуются, когда что-то меняется столь радикально, как новый директор, новая платформа, новая машина. Немецких рабочих BMW успокоили более весомыми аргументами, чем их коллег Volkswagen с одинокой фотографией на стене. Ципси публично заявил, что не может представить BMW без производства в Мюнхене. Серийное производство нового i3 начнется во второй половине 2026 года на главном заводе в Мюнхене, который BMW полностью модернизировала, сохранив при этом производственные мощности и рабочие места. Сотрудники остались очень довольны и обещанием директора, и умелому состоянию дел, и перспективам главного предприятия в Мюнхене. Именно поэтому на рок-концерте в честь новой модели босс BMW удостоился больших аплодисментов, чем i3. Куда уходит Оливер Ципси? Кому так повезло? Теперь он будет работать в Airbus. Война нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. После Второй мировой служить в любой европейской армии стало отличным занятием. Вероятность оказаться на войне крайне низкая, зато зарплата высокая, награды, выслуга, пенсия, уважение общества. Появилась возможность построить отличную карьеру, занимаясь стратегией письменного стола, тактикой кофе-брейков. Но Россия мирную жизнь нарушила и вернула войну в обиход, на что Европа постаралась не реагировать, поскольку пока Путин уничтожал Грузию, Германия продолжала покупать русский газ, нефть. Даже нападение на Украину не разбудило Европу. Выгоднее не замечать. Заодно и армия в порядке, экономно работает по плану мирного времени. И все армии Европы незаметно пришли в упадок. Не осталось ни боевых, ни боеспособных. И перед лицом неизбежной Третьей мировой Европа оказалась с вялыми генералами, интеллигентными офицерами, служащими вместо солдат и устаревшей техникой. Танки вообще ни на что не годятся, пушки тоже, ракеты старые, стрелковое оружие прошлого века. Только авиация еще на что-то годится.
Неохотно, но Европа постепенно начинает шевелиться и готовиться. Не к войне, а к неприятному будущему. Ведь если требуется готовность к войне, то все, уже опоздали. Поэтому новый германо-французский танк будет готов к 2045 году. Американский «Абрамс» останется прежним, но получит двигатель по Евро-7. Новые гаубицы вообще ни к чему, а дроны и беспилотники проще купить у украинцев, поскольку про них достоверно известно, что устаревают они за 1 год, и все, что спешно сделают сегодня, завтра не взлетит. И помимо боевой импотенции у Европы еще и транспортный климакс. Непонятно, что потребуется в предстоящей войне от грузовика, командирской машины, санитарки, броневика. Англичане приступают к списанию лендроверов. В британской армии служат 5000 дефендеров, и все они подают в отставку в 2030 году. Согласно плану пятилетки, армия должна сформулировать требования к будущей машине, провести конкурс на замещение вакантных должностей и пересесть на что-то новое. Лендровер в британской армии служит с рождения. Его создавали в завистливом порыве ревности как собственную версию джипа. Взять готовое американское изделие не позволила гордость. Пришлось выдумывать заново. Британский лендровер получился заметно хуже, чем первородный Виллис, но англичане проявили упрямство и, отправив машину в армию, тренировались на солдатах, доводя военных до истерики и конструкцию до совершенства. Единственное, в чем англичане преуспели – в брутальной красоте. Неудобный и неловкий автомобиль отлично выглядел, прекрасно смотрелся и был лучшим украшением дембельского альбома. По своим характеристикам, возможностям, качеству Land Rover выполнял функцию не столько военной машины, сколько тренажера для преодоления искусственных трудностей. Он тренировал волю, терпение, навык преодолевать тяготы и лишения воинской службы. Списывая в утиль всю эту изощренную национальную гордость, британская армия все еще не знает, что такое взять взамен. Нет понимания будущей войны. Поэтому никто не знает, под какие задачи требуется автомобиль, что он должен уметь, какого размера быть, на каком топливе работать. Американцы на примере Хаммера и Ошкоша показали, что джип может быть огромным и не влезать ни в какие ворота. Немцы показали, что Гелендваген может быть сверхдорогим по стоимости как самолет. Французы прежде ездили на патентованных Виллисах, Гочкис М201, затем пересели на Гелендвагены, но со своими дизелями Peugeot. Теперь ездят повоевать на Фордах Эверест. То есть внятных подсказок нет. Англичане до последнего ждали предложения от родного лендровера. Но то, что у них теперь называется Defender'ом, годится только для фотосессии, но не для войны. Поэтому в предстоящем конкурсе очень незатейливый выбор из скудного списка кандидатов. Компания Babcock предлагает выпилить армейский автомобиль из любой заготовки, начиная с Toyota Land Cruiser. Американский GM Defense предлагает Chevrolet в какой угодно конфигурации. Английский Buy Systems готов пригнать из ЮАР полицейский броневик, покрасить в нужный цвет и назвать его новейшим английским автомобилем. Но наиболее вероятный кандидат – Rheinmetall. Свою технику он не делает, берет готовое, чужое, красит, приклеивает собственный логотип, перепродает. Предложение от Rheinmetall называется «Каракал». Это Гелендваген в военном исполнении, в кузове В-464. Но чтобы англичане ничего плохого не подумали, верили в эксклюзив и новизну, специально для них Гелендваген переименуют из «Каракала» в «Shadow Wolf» – «Теневой волк». В немецкой армии этот же самый автомобиль называется просто «Вольф», а тут добавят мрака и таинственности. Волк уйдет в тень. И у немцев это «Мерседес», а у англичан будет «Rheinmetall». У военного Гелендвагена рядная шестерка по Евро-3, способная работать не только на солярке, но и на керосине. 9-ступенчатый автомат, оба неразрезных моста, упрощенный салон от спринтера и кнопка самоуничтожения. Когда на грани закипания двигатель потребует остановки, если нажать кнопку, машина сделает себе харакири, но вместо того, чтобы спасать мотор, спасет экипаж, из последних сил увозя его из-под обстрела. Почему англичане медлят? Defender'ы они списывают,
Никого нового еще не зовут. Во-первых, они надеются, что Land Rover очнется и что-нибудь предложит. Во-вторых, брутальные немцы решительно снизили экологический класс до Евро-3, проявив безответственность. Британцам важнее всего экология, хочется по Евро-7. Но тогда все слишком быстро поймут, что англичане не бойцы. Поэтому решения нет, надо еще подумать. Во всем виноват Mercedes и еще BMW. Volkswagen не виноват, у него денег нет. И он начинает вместо автомобилей выпускать израильский железный купол, поэтому трогать его нельзя. Porsche вот-вот сам помрет, его тоже лучше не беспокоить. Еще есть запасная Audi, но ей можно заняться Porsche. Остаются Mercedes и BMW. Вот их и будем кушать, решила Германская ассоциация по защите окружающей среды и подала в суд. Суть претензий к обеим компаниям очень существенная. Mercedes и BMW выпускают автомобили, а с этим пора кончать. Они обязаны поклясться, что к 2030 году прекратят производство. Вместо автомобилей они должны выпускать только кофемолки, пылесосы и прочие электромобили. Никаких нормальных двигателей внутреннего сгорания. Как теперь знает Мюнхен, выбравший себе нового мэра Доминика Краузе, зеленые на самом деле голубые. Mercedes и BMW обязаны сделать решительный шаг и встать под зеленые знамена, окончательно став голубыми. Чтобы Mercedes и BMW поторапливались, Ассоциация по защите окружающей среды полагает необходимым распространить на них ответственность за все германские выбросы СО2, подправив правоприменительную практику в угоду климату и вопреки законам. Помимо обязательства прекратить выпуск ДВС, требования ответить за все выбросы СО2 в стране, голубые представители зеленых привели самый весомый аргумент. В исковом заявлении указано, что высокие выбросы СО2 со стороны Mercedes и BMW ограничивают будущую свободу немецких граждан. Ну, век воли не видать, это есть совсем коротко. Германское отечество в опасности до тех пор, пока в стране есть Mercedes и BMW. Правовой основой для иска немецкие борцы за окружающую среду взяли решение Федерального конституционного суда от 2021 года по вопросу климата. В нем нашлось достаточно странных слов, чтобы было чем размахивать в суде федеральном. Есть только две бесконечные вещи – Вселенная и глупость, хотя насчет Вселенной я не уверен. Альберт Эйнштейн. Федеральный суд климатических истцов принял за нормальных людей и взялся заседать, делать выводы, обосновывать решения. Немецкие голубые климатический суд над Мерседесом и БМВ проиграли. В Германии не существует индивидуальных норм выбросов. Федеральный суд объяснил борцам, что нормы выбросов СО2 существуют только на уровне государства, а не для отдельных компаний или отраслей. Истцы утверждали, что высокие выбросы СО2 со стороны Мерседеса и БМВ ограничивают их будущую свободу. Федеральный суд Германии отклонил этот аргумент. Судьи не обнаружили нарушения общего права на неприкосновенность личности, вызванного предпринимательской деятельностью Мерседеса и БМВ. Не сработало и решение Конституционного суда, на котором строилась аргументация климатических активистов. Федеральный суд отобрал у них заветную бумажку и объяснил, что спички детям не игрушка, и этот документ был написан не для них, а для законодательной власти и никоим образом не распространяется на частные компании. В итоге Федеральный суд Германии отклонил иски по вопросам изменения климата, поданные немецкой ассоциацией помощи окружающей среде против БМВ и Мерседеса. Поскольку ни голубым, ни зеленым делать нечего, а у Мерседеса и БМВ до тех пор, пока они выпускают нормальные автомобили, остаются деньги. Есть основания полагать, что немецкая ассоциация помощи окружающей среде не уймется и будет продолжать попытки откусить от чужого пирога. По этому поводу Фрунзик Мкртчян в фильме «Мимино» сказал: «Такую лишнюю неприязнь я испытываю потерпевшему, что кушать не могу». Японская Toyota построила в Великобритании новый завод с необычным названием Circular Factory. Один английский завод Toyota там уже есть. С 1992 года собирает Короллы. Нынешний, открытый в августе 25-го,
эти же самые Короллы разбирает до винтика. Это новая стратегия японцев. Называется «Экологический вызов 2050». Звучит пугающе и выглядит как заметание следов на месте преступления. В одном месте Тойоты собирают, в другом месте разбирают, до последней Короллы, чтобы ни одной не осталось. Задача – управиться к 2050 году. Но миссия предприятия звучит более смиренно – обеспечить климатическую нейтральность своих производственных площадок и достичь углеродной нейтральности на протяжении всего жизненного цикла продукции фирмы Toyota. Как можно достичь углеродной нейтральности при помощи гаечного ключа и автогена? Не очень понятно. Генеральный директор завода Леон ван дер Мерве тоже не имеет правильного ответа, сообщает: «Мы начали мало что зная. Каждый день узнаем что-то новое. Главный вопрос был, как мы сможем ограничить количество отходов. Теперь мы знаем, что экономика замкнутого цикла – это марафон». Но из этих слов хотя бы понятно, что затея с площадкой, где с утра до ночи разводят грязь, ковыряясь в старье, означает новый промышленный подход, в котором конец автомобиля одновременно является началом новых материальных циклов. Но то, что мы с вами понимаем как уменьшение отходов, для японцев означает совсем иное. Для нас слово «меньше» конкретное, его не требуется переосмысливать. Для японцев из Toyota слово «меньше» теперь делится на несколько этапов. Первый этап по уменьшению количества отходов – это когда их становится больше. Была целая Королла. Стало несколько куч мусора, разложенных по мешкам и ящикам. Зато потом отходов и вправду становится меньше, потому что все они идут в дело и становятся новыми Короллами. Суть фабрики в том, чтобы старое железо не заканчивалось и поставляло сырье для новых автомобилей. Полная разборка машины на отдельные детали занимает 3 часа. За смену обрабатывается 20 штук. К концу года ожидается перевыполнение плана, работа в 2 смены, 40 штук в день. Если животных в гуманном европейском мире убивают током, на задворках цивилизации по старинке режут, то на новой английской живодерне Circular Factory жизнь автомобиля заканчивается процессом так называемого обезвреживания, срабатыванием подушек безопасности. Последний вздох машины, последний миг ее жизни раздается выстрелом пиропатронов. На заводе планируется ежегодно перерабатывать 10 тысяч автомобилей. Помимо готового ко второму дыханию стали, алюминия, меди, пластмасс, завод станет выдавать на гора 120 тысяч не до конца убитых деталей, пригодных к повторной продаже через официальных дилеров. Клиент получит выбор – ему новую запчасть или с кладбища. Первое время Toyota берется за переработку только автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Совсем скоро в дело пойдут электромобили. Если на экскурсию приедет Грета Тунберг, ее утилизируют с удовольствием, охотно разобрав на запчасти. Превращение автомобиля в мусор делится на 8 этапов с фиксированным временем исполнения. Цель состоит в том, чтобы сделать процессы такими же эффективными, воспроизводимыми, как в первоначальном производстве, когда в дело идет не вторсырье, а полноценные ресурсы. Этот замкнутый цикл использования одних и тех же материалов Toyota считает ключевым фактором для снижения углеродного следа. Но Circular Factory – это гораздо больше, чем просто предприятие по переработке живых автомобилей в мертвых. Это экспериментальная лаборатория. Каждый разобранный автомобиль представляет инженерам Toyota данные о том, как они стареют, какие компоненты удалось сделать одноразовыми, с какими еще придется поработать, поскольку они до сих пор долговечные. Эти знания будут напрямую применены в разработке будущих моделей. Производителю важна равноизносность. Нельзя, чтобы коробка умерла, а двигатель еще живой, колеса отвалились, а кузов без дырок. Важнейшим достижением инженеров считается синхронная кончина всех жизненно важных узлов и агрегатов. Идеал, как в «Золушке», чтобы в полночь автомобиль превратился в тыкву. Машина должна умереть целиком и поступить во вторичную переработку, чтобы из нее сделали следующую тыкву, более пригодную для переработки, а не для езды. Японская экономика замкнутого цикла считается у Toyota ключевой стратегией, поскольку снижает потребность в новых материалах, позволяя со временем перейти на максимальное использование вторсырья, чтобы в новой машине
не оказалось ничего нового. Первое время живодерня Toyota будет работать только со своими моделями, но постепенно примется за чужие машины других производителей и будет готова делать новые Toyota из старых Мерседесов, обезвреженных BMW, разодранных в клочья Роллс-Ройсов, Бентли, а заодно торговать подсказками, чтобы у других фирм нечаянно не получились вечные модели. Ровно в полночь в тыкву должны превращаться все автомобили любых марок. Рокфеллер был настолько жадным, что даже свою жену заставил работать. Для этого он придумал и оплатил феминизм, искусственное явление для слабых умом, но полных сил. Постепенно феминизм навалился и на тех, у кого сил не было вовсе, но стал социальной нормой со временем и обязанностью. Заставлять людей работать – искусство сильных. Они формируют общественные правила, которым принято подчиняться. На сегодня все знают, что людям полагается работать, делать карьеру, вести себя ответственно, платить налоги, умирать на пенсии. Бог изгнал человека из рая, прокляв его трудом. Следовательно, Бог полагал, что на самом деле людям работать не полагается. Труд – удел провинившихся, наказание. Поэтому самые догадливые не работают. Они лежат под пальмой, мечтают о возвышенном, путешествуют. Монгольское ралли придумали бездельники, которым показалось увлекательным взять полуживой автомобиль и уехать в закат. Идея оказалась настолько популярной, что панки всего мира стали последователями, поехали из устойчивых капиталистических стран со стабильной экономикой и налогообложением в пустыни, горы, леса, подальше от Рокфеллера и его мира добавленной стоимости. С середины прошлого века производительность труда возросла в среднем на 64%, а зарплата примерно на 14%. Рокфеллеры стали богаче, большинство населения продолжает на них работать, считая это нормой, но другие плюнули и занялись собой, а не чужой прибылью, каждый день демонстрируя пример более правильного поведения. Далтон Сторм решил стать охотником за торнадо. Можно было бы погоняться и за привидениями, но с ними опасно, поскольку можно и вправду найти. Торнадо ведет себя скромнее, не настаивает на личном контакте, хотя считается более разрушительным. Чтобы выглядеть соответствующе, Далтон Сторм взял с помойки самый созвучный автомобиль – Oldsmobile Торнадо 1968 года. На нем можно и за привидениями, но лучше за торнадо. Машина попалась убитая, с протекающим мотором и неисправной механикой. Тем лучше. Чтобы уйти в андеграунд, стать охотником, новенький автомобиль годится меньше всего. В Oldsmobile поставили каркас безопасности, дополнительный свет, радиостанцию и сирену, чтобы властно кричать на торнадо, пререкаясь и покоряя. На случай трофеев Oldsmobile обрезали до состояния пикапа, тем более, что заднее стекло было выбито, а искать новое – лень. Кузов пикап вполне логичен на охоте. Обычно в него складывают добычу, пусть даже это охота на торнадо, мало ли что удастся затрофеить. Когда прогноз погоды оповестил о приближении торнадо, Далтон Сторм набил трафаретом на двери машины свой официальный логотип и поехал за ветрами и туманом и за запахом тайги. На ту беду лиса близехонько бежала, вдруг сырный дух ее остановил и сфокусировал зрение на драндулете с матюгальником и логотипом. Лиса по имени Ноа Миллер попросился в напарники, поскольку делать ему тоже нечего. На работу неохота, а тут такое приключение. Охота за бурями – дело непростое, непредсказуемое. Вся Америка в курсе, что у торнадо есть магические свойства, умение прятаться, исчезать, возникать из ниоткуда, нападая из-за угла, как в анекдоте «Вы идете по пустыне, вдруг из-за угла выезжает танк». Но отважный экипаж бросился спорить с судьбой, ловить удачу за хвост, охотиться на торнадо. И его всю дорогу подводил двигатель. Престарелый Oldsmobile Торнадо кипел, протекал, норовил ошпарить закипевшим антифризом. Героические охотники озабоченно открывали капот, решительно созерцали персональный парниковый эффект и стоически пережидали, пока остынет, после чего продолжали охоту. По их словам, охота удалась, и они достигли успеха.
Ведь успех измеряется как минимум в том, что все остались живы. После целого дня отваги и героизма Далтон Сторм и Ноа Миллер поставили машину на прикол до следующего раза в намерении собрать как минимум 12 собственных подвигов, чтобы немного побыть вровень с одним из самых успешных охотников в истории Гераклом. Очаровательные балбесы. Вопрос-ответы. Михелини. Как может автомобиль с ДВС считаться нормальным, если из-за перекрытия какого-то пролива цена на топливо стала ненормальной? Я все-таки поеду на нормальном электромобиле, который за ночь зарядится, и мне не надо ехать на заправку, чтобы тратить свое время и безумные деньги на его заправку. Как водка может считаться нормальным пойлом, когда в пятерочку попала бомба и все село осталось без алкоголя? Я все-таки пойду к тете Клаве за самогоном и не буду тратить свое время и безумные деньги, выпью да-да прямо у нее на крыльце. Олег Гринюк. Не понимаю, как некоторые губернаторы устанавливают на дорогах федерального значения свои скоростные ограничения. Разве нормы ПДД не федеральный закон? В России нет равенства всех перед законом. ПДД одни на всю страну, но административных кодексов 3 для страны, для Москвы, для Санкт-Петербурга. Придумывают свои ограничения, устанавливать любые знаки. Разрешено не только губернаторам на федеральных трассах, но и сельсоветам на колхозных проселках. Шурикин.ру. Я за бальную систему, потому что сейчас, по сути, это не штрафы, а билеты на право ездить как хочешь. Хочешь 100 км в час? На это есть прайс. Хочешь через сплошную – своя цена. На красный – своя цена. Богатые беспредельщики ездят как хотят, и никак их остановить нельзя. Для богатых беспредельщиков – богатый штраф. Для самых богатых беспредельщиков – самый богатый штраф. Для совсем самых богатых – совсем самый богатый штраф. И так до последнего рубля. Для вас важна длина кнута. В мире нормальных людей вопросы решаются не кнутом, а личным примером. Там первое лицо ездит без охраны, без мигалок, 60 км в час. После чего остальная страна ведет себя точно так же. Даже расстрелять некого. На сегодня все. До свидания.